Всем привет! Хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного рыбного блюда. Готовим нежную форель на сковороде в красном соусе, чтобы порадовать родных и гостей в светлый праздник Рождества. Ингредиенты для нашего блюда: тимьян, оливковое масло, 2 зубчика чеснока, сок половины лимона, 1 луковица, соль, 1 морковь, форель, томатная паста, белое вино и остренький чили. Для этого рецепта можно использовать стейки форели или, например, филе, которое нам тоже идеально подходит. Если у вас единый большой кусок, как у меня, то есть вот такое филе, рыбу заранее хорошо промываем и нарезаем на кусочки средней толщины, примерно вот такие, то есть потолще. Не нужно нарезать слишком мелко, потому что рыба во время тушения на сковороде может просто развалиться. Если вы хотите получить очень нежное, ароматное, сочное блюдо, рыбу заранее можно замариновать. Для маринада понадобятся достаточно простые ингредиенты. Это соль, лимонный сок, растительное или оливковое масло и специи по вкусу. Смешиваем соль, пол чайной ложечки, 1 чайную ложку тимьяна, 2 столовые ложки оливкового масла, которое можно спокойно заменить на растительное. Добавим немного чили для остроты и сок половины лимона. Буду мариновать рыбу в пластиковом контейнере с крышкой. Поливаю рыбку нашим вкусным маринадом, хорошо ее натираю со всех сторон. В процессе маринования я ее периодически переворачиваю. От лимонной кислоты она станет немного светлее, но лимонный сок в сочетании с оливковым маслом сделает рыбку очень мягкой и очень нежной. Рыба маринуется около часа, но я в любом случае не жду, не теряю время и готовлю соус. Для соуса нам понадобятся простые ингредиенты, всего лишь 4 составляющих. Это луковица, морковь, белое вино и томатная паста. Лук и морковь заранее нарезаем. Сначала обжариваем лучок до румяного цвета. Морковку нужно потушить вместе с луком до мягкости. Сегодня я решила сделать зажарку на оливковом масле, потому что использую его и для маринада, в котором сейчас находится рыба. В самом конце добавляем раздавленный чеснок. Я не добавляю его в начале, потому что он очень быстро готовится и может пригореть. И обжариваем еще около минуты. Берем 3 столовые ложки качественной томатной пасты. Я разбавлю ее водой. Понадобится буквально 1 стакан воды. Соус в процессе приготовления получится не густым, а в меру жидким. Часть воды выпарится во время тушения на сковороде. Вливаем смесь из томатной пасты с водой. Сюда же наливаю вино 100 мл. Я использую белое полусладкое, чтобы соус получился немного сладковатым. Слегка увеличиваю огонь, чтобы выпарился алкоголь. Теперь даю минимальный огонь, накрываю сковороду крышкой и тушу овощи ровно 10 минут. Для соуса можете купить сухое или полусухое вино, но в этом случае он получится немного кисловатым, то есть с такой легкой кислинкой, поэтому помимо соли советую добавить еще немного сахара по вкусу. Добавим пару щепоток соли. Морковочка уже успела размягчиться. Из этой смеси у нас получится соус средней густоты. Я не жду, пока все это остынет, просто беру погружной блендер и как следует все перебиваю. Получается очень интересный соус с бархатной текстурой, но для меня он все-таки немножко густоват, поэтому я добавлю немного воды. Вы всегда можете разбавить этот соус водой и довести до нужной консистенции. Давайте посмотрим, что с нашей рыбкой. Форель уже достаточно хорошо замариновалась, посветлела благодаря лимонному соку. Пора готовить ее в соусе на плите. Вливаем наш вкусный соус в сковороду и погружаем сюда рыбу сначала брюшком вниз.
Через 2-3 минутки я рыбу переворачиваю. Она уже хорошо пропиталась соусом. Возьму немного соуса и полью рыбу сверху. Когда она уже вот так вся полностью погружена в этот ароматный соус, я накрываю ее крышкой и тушу 10 минут на минимальном огне. Время тушения рыбы зависит от ее размеров. Если кусочки маленькие, тоненькие, небольшие, 10 минут вполне достаточно. Но если вы используете большие толстые куски или стейки, увеличьте время приготовления примерно на 5 минут. Смотрите, друзья, это блюдо вызывает у меня море положительных эмоций. Получается очень нежная, такая сочная, вкусная, ароматная рыбка. Полный восторг. Мне не терпится ее попробовать. После приготовления выключайте огонь, накройте крышкой, пусть она постоит под крышкой еще минут 10. Можно подать форель, например, с пюре или с овощами, или любым другим гарниром по вкусу. Сегодня я подам эту рыбу с белым рисом. Мне очень нравится, как получилась эта рыба с рисом, очень вкусно. Раньше я просто жарила форель на сковороде, обжаривала ее со всех сторон, а здесь это что-то необычное в соусе, она такая сочная, этот соус придает ей новые оттенки вкуса. В целом, ребята, мне очень нравится, интересное блюдо, пробуйте, наслаждайтесь и не забудьте поделиться впечатлениями в комментариях. Всем приятного аппетита, с наступающим светлым праздником Рождества, желаю всем добра, здоровья, радости, море положительных эмоций. Спасибо заранее за подписку на канал, за ваши оценочки и комментарии под видео. Всем добра, увидимся очень скоро.